Счастье, счастье, счастье летит. Достоинству гороскопа. Скорпионы, счастье летит. И мы его вместе с вами запускали и запускаем в 23 год. Вот в такой красивой форме. Подложить философию жизни, позитив, счастье и любовь. Крепко держимся за эту формулу и идем, несмотря ни на что, идем в 23 году. Несмотря ни на какие обстоятельства, сила духа и стержень у Скорпиона присутствует всегда. Вижу Розану, слышу такие слова. Скорпионий роскошный. Лайк. Спасибо. Ну что, мои хорошие, февраль. Февраль. Что для Скорпиона несет февраль, какие дает подсказки и вообще о чем февраль? Очень переходной месяц для Скорпиона. Какой-то по накатанной идет. Вроде каких-то особых и нет больших радостей и нет, конечно же, никаких огорчений. Как-то из месяца переходит плавно по накатанной февраль месяц. И, конечно, всегда смотрим, где управитель. Конечно, смотрим, где управитель. Дело в том, что ваш управитель Марс долго находится в знаке зодиака Близнецы. Туда-сюда. Это находится вот так, ведет Марс в Близнецах. Но дело в том, что он находится для вас, как он отражается, как он работает для вас, то есть в каком доме находится он для вас. Все, что здесь происходит на Земле, это дома по домам. Все, что происходит, где это по домам, кто это по планетам. То есть подсказки – это вот кто делает подсказки, то есть планеты, как они движутся. А здесь на Земле это дома, что происходит. Так вот, находясь в Близнецах, Марс устал там, долго уже стоит и на ретроградном движении был. Вышел из ретроградного движения, идет на прямое движение, но и в прямом движении, и в ретроградном движении, находясь 7 месяцев, до марта месяца будет 7 месяцев, как находится ваш управитель в знаке зодиака Близнецы, для вас это 8-й дом. Это говорит о том, что он находится у вас дома. То есть Марс ваш находится дома, и он устал находиться в Близнецах, потому что стихия воздуха – это неустойчивая стихия. Когда Марс находится в Скорпионе, это тоже вода, это тоже неустойчиво. Тут плюс еще и воздух это все разносит. То есть, конечно, Марс ваш устал. Но тем не менее, вот в этом состоянии много сделалось дел. И сделалось ментальных дел, потому что Марс, находясь в Близнецах, там отвечает управитель Меркурий. То есть там Марс очень много разносил информационного потока. И действительно, что устал Марс? Ментально устал. Вот не хочется никому раздавать свои, так скажем, советы. Хочется сказать, пользуйтесь своим умом. Оставьте в покое Скорпиона. Вот так же и самому захочется. Вот этого послушал, этот про это говорит, этот другое говорит, а там-то. Вот хочется даже к самому себе обратиться. Это вот делает Марс. Вот такая роскошная подсказка. Ничего придумать не надо. Ничего придумывать не надо. Вот такая подсказка. Пользуйся своим собственным умом. Как сам Скорпион, так и Скорпион другим скажет. Не трогайте. Пользуйтесь своим собственным умом. Находясь, там будет находиться Марс еще до
до марта месяца. Что еще делает он для вас? Конечно, он ищет пару. Всегда в близнецах они сами состоят из пары. И они всегда находят пару. Для чего? Потому что там хочется всегда с кем-то что-то обсудить, с кем-то что-то поспорить, с кем-то поговорить. То есть всегда нужен собеседник, пара. Поэтому, конечно, и большое дело делает там Марс ваш. А находится он у вас дома, то есть в 8 секторе. Он ищет пару. Не специально ищет, а вот оно, вот такая энергия, которая тебе, кто-то хочет с тобой общаться, кто-то хочет с тобой познакомиться, кто-то хочет у тебя совет спрашивать, кто-то хочет твое мнение, кто-то хочет что-то от тебя, встретиться с тобой, общаться с тобой. Кстати, не особо для этого есть у Скорпиона энергия, не особо есть. Ну, давайте дальше посмотрим с вами. Начнем с Солнца. Солнце будет находиться до 18 числа. Солнце находится в Водолее. Дальше после 18 числа, посмотрите, как рано, 18, не 21, не 22, с 18 числа Солнце делает транзит в знак зодиака Рыбки. И это задевает у вас сектор 4-5, то есть это где ты, дом, семья, корни, вот где ваша прям база, основа. И следующий сектор, где радости, удовольствие, наслаждение, когда Солнце перейдет к Рыбкам, это одна и та же стихия. Здесь вам уже, конечно, есть как развернуться, вы будете даже физически к этому готовы, то есть наберетесь. Вот сейчас не находится, Скорпион не находится в какой-то паузе, но вот не хочется эту энергию раздавать. У вас ее достаточно, и это такая магическая энергия, и достаточно к вам идут за советом спросить что-то. В вашем случае, как вы чувствуете, вы же не здесь работает у вас, нет. Вы это не голова, вы это чувствую. Я так чувствую. Скорпиону надо чувствовать. И я вам всегда показываю, где вы чувствуете. Вот здесь какое-то вот такое сплетение, где тебе оно дает сигналы. Вот я так чувствую. И именно это место, либо холодное, либо горячее. Так вот, в этом месяце, именно в середине, с 18 числа, когда солнышко уже пойдет по 5 сектору, вот так я чувствую, что вот такая наступает полоса. Мне уже чувствуется, что как будто бы из какого-то немножечко остановился, присмотреться, и это часто делает Скорпион. Вот оно по инерции с января пришло сюда, по инерции, и с 18 числа, когда уже пойдет Солнце в знак зодиака Рыбы, здесь уже пойдет немножко другая энергия. Энергия больше романтики, увлеченности, флирта. Дальше что давайте посмотрим? Ну, конечно, давайте посмотрим, что делает Меркурий. Меркурий, вот все в феврале месяце, все планеты, много планет, во-первых, все на прямом движении, это уже говорит о том, что оно вот как-то по накатанной идет. Вот оно как-то само собой идет. Ты живешь, и вот как будто эти само собой по накатанной все идет. И плюс ко всему еще все планеты в середине месяца, ну я имею в виду личные планеты, в середине месяца они делают транзит. То есть ты находился в одном энергии, в одном состоянии была, потом раз у тебя это перетекает в другую совершенно энергию, и в другой даже дом переходит. Также и Меркурий. Меркурий до 11 числа находится в Козероге. Это одна энергия, это совершенно другая эта энергия, где ты сказал и сделал, ты твое слово здесь весомо, ты сам себе пообещал, ты сам себе выполняешь, ты не расходится слово с делом, так как вам это тоже свойственно. А уже с 11 числа, когда Меркурий перейдет к знак зодиака Водолей, там другая совершенно энергия. Да, я себя не держу вот так за горло, если я пообещал к этому времени, но я не получилось, у меня я не справился. И это тоже нормально.
Когда вот так себя транзитом идет Меркурий по Водолею, ты не можешь от него требовать обязательства каких-то. Не может, потому что там по-другому энергия развивается. Вот там сделает человек и выполнятся эти обстоятельства. Но они не в то время, когда вот точно, оно расходится слово с делом, но оно все равно завершится, оно все равно сделается. Но никогда давить не надо и сжать не надо на Меркурий, который находится в Водолее. Это бесполезно. Там надо только дать свободу. И человек развивается, делает. И, может быть, такое прекрасное создаст и сделает, когда он себя чувствует свободно. То есть, когда Меркурий чувствует себя свободно. Итак, у вас идет Меркурий по 3-4 сектору. Это там сектор, где ты сказал, ты договорился и выполняют. Ты слово с делом не расходится. Когда пойдешь по 4 сектору, здесь расслабь вот эту свою бдительность. То есть, если ты с кем-то из членов семьи договорился, что вот мы должны там какое-то, допустим, едем мы к маме, поедем там с братом, с сестрой, с кем-то договариваетесь, с родными, с сыном, нужно приезжать сделать какой-то маленький ремонт, или мне нужно что-то передвинуть, что-то мне переставить, не можете. Вы ждете кого-то, своих близких, чтобы, или друзья, кто-то приехал и договорились в одно время, приезжают в другое время. Расслабьтесь, не давите, не выговаривайте. Меркурий, не выговаривайте. Это так работает, эта энергия. Поэтому пользуйтесь собственным умом. И советы раздавая, так вот точно так же предлагайте всем. Своим умом пользуйся. А ты как думаешь? Вот так и делай. Я не знаю, как это будет для тебя работать. То есть немножко вот эту нагрузку, которая будет для скорпионов. Скажи, что ты еще скажешь? А как ты думаешь? Нет, ты можешь мне посоветовать. Думай своим умом. Я своим, ты своим умом думай. Немножко освободите разгрузку, дайте себе вот именно такого ментального характера. Дальше смотрим. Давайте, конечно же, смотрим, где находится Венера и что Венера, как Венера. Венера находится тоже, посмотрите, до 20 числа находится в знаке зодиака Рыбы. И Венера там прекрасна, красиво, она находится в вашей стихии водной. И она находится там в самом своем лучшем положении, находится там в экзальтации. Даже слово произносится красиво, даже само слово красиво вот говорит о какой-то изысканности. Так вот, там находится Венера, и она у вас находится в 5 секторе. Она у вас в самом красивом секторе романтики, секторе любви, встреч, наслаждения, радости, удовольствия. Находится там, делает прекрасный все 3 аспекта, которые сделает Венера, находясь, все 3 аспекта сделает прекрасных, и они все 3 находятся в своей экзальтации, то есть в рыбках, то есть в вашей водной стихии. Сделает чудесный секстиль с Ураном, сделает чудесное соединение с Нептуном и сделает с вашим Плутоном тоже секстиль. И все это у вас находится в секторе радости, удовольствия, наслаждения. И у вас в этом месяце она вот эта вот текучесть перейдет с января перейдет на февраль, где вы будете получать радость, удовольствие, наслаждение внутренне. Вот Скорпиону внутренне хорошо, только немножечко подальше. Не трогайте меня, не подключайте меня, чтобы я принимал участие в вашем. А скажи, а как ты думаешь, какое решение? Немножко меня оградите от всего этого, но удовольствие и наслаждение такого внутреннего получите. Вы сами для себя даже вот эту вот радость сами себе сделаете от того, что какое-то к себе такое расположение, что ты с чем-то справился, с какой-то, кто-то может быть с зависимостью, кто-то с какими-то отношениями, кто-то что-то по работе. Вот то удовлетворение получишь, и ты сделал его сам, ты с чем-то справился. Кто-то, кто скорпионы, кто делает, например, хочет делать диету скорпионы делают великолепно, потому что вы себя не предаете. Скорпион себя очень хорошо чувствует и понимает, исследует
Здесь вы можете вот начинать и сразу видеть результат. Вы можете увидеть этот результат. То есть любое, вы можете получать это удовольствие вот по Венере, которая так себя еще и с Плутоном делает секстиль. Это и материально. Вы что-то, какой-то проект запустили, вы результат хороший получите. Вы не захотите о нем громко говорить, вы не захотите об этом сильно заявлять. Но кто-то может на таком аспекте секстиль Венеры, которая находится в экзальтации, секстиль с Плутоном, это выигрыш, это хороший какой-то выигрыш. Выигрыш в судебном заседании, выигрыш с какой-то компанией, с какой-то государственной, может быть, даже с каким-то государственным устройством, что вы, ну, мало ли, где-то в министерстве, в каком-то, вам нужно было доказать, и вы доказывали о том, что вам оплатить должны были какую-то медицинскую процедуру, или вам нужно было добавку какую-то, надбавку какую-то сделать, или вас незаконно где-то очистили, где-то уволили, если у вас какие-то, то есть все разбирательства, которые в процессе были, вы можете блестящий проект, просто великолепно иметь выигрыш на этом аспекте. Что еще смотрим? Что еще? Юпитер. Да, конечно, Юпитер. Юпитер находится в знаке зодиака Овен. Юпитеру там комфортно. Когда какой-то планете, там, где она находится, комфортно, она и подсказки дает очень удобные, то есть комфортно в планете находиться, она и работает по-другому совершенно. Так Юпитеру, конечно, это такой же огонь, причем это такой к детям к своим пришел, Юпитер такой мудрец, и для вас это все, что решается по сектору здоровья и по сектору вашей работы. Это прекрасные перспективы на работе могут быть, это могут быть продвижения по работе, это могут быть по карьере большие продвижения и все, что связано с вашим здоровьем, все, что связано. А по здоровью у Скорпион не может так просто чуть-чуть поболел и пошел. Если поболел, то это всегда по Плутону трансформация такая, что тебя сильно или одно на другое наваливается, то есть тебя трансформирует сразу. Скорпион знает, это идет трансформация. Так вот здесь вот, конечно, все, что связано с какими-то лечениями, заболеваниями, какими-то пристрастиями, все, что связано было со здоровьем, великолепный получаете поддержку от самого Плутона, прекрасный получаете результат. Ну что, мои хорошие, кстати, потом, когда пойдет в мае месяце транзит сделает Юпитер к Тельцам, вы на одной оси и пойдет по сектору брака, но это уже другое будет видео. Так, мои хорошие, я вам говорила, у вас еще 3 года хороших, роскошных 3 года впереди. Так, дальше что, мои хорошие? Ну все, такой вот месяц, пользуйтесь своим умом. И я сам буду пользоваться. Мне не надо, что я вот там информацию получил, и я как-то это исследую. У меня достаточно своего ума. А вы знаете, где у вас? Это всегда должен Скорпион почувствовать. Вот если я это почувствую, и жизнь, Скорпиона в жизнь ведет. Вообще не сомневайтесь. Если Скорпион не знает, что делать, затаиться и ждать. Всегда жизнь выведет. Ну, вот так. Плутон. Где Плутон? Что-то такое под землей, мокрое, тяжелое, но полезные ископаемые, но недра подземные, но богатство, состояние. Ну и, конечно, там и такое. Добраться до них разрушаешь. Так что пользуйтесь собственным умом и также советуйте другим, что пока я ничего, сами разбирайтесь сами. Все, мои хорошие, бесконечно вас, ну что, конечно, Скорпиона в первую очередь, что уважаю. Крепко держимся за позитив. И эта формула, и эта форма, с которой мы идем с вами в 23-й год, несмотря ни на что. Вижу, Розану слышит такие слова, роскошный, плутонский, только по Плутону, роскошный всегда. Лайк, обнимаю вас, уважаю вас.